На Шри-Ланке мы нашли шаманов, в которых вселяются духи. Мы испытаем на себе всю их силу. Сейчас твоя душа покинет тело. И покажем церемонию, которую разрешили снять только нам. Когда ты очнешься, твоя жизнь изменится. Вы ж предупредили бы. Что это было вообще такое? Вы увидите, как шаманы превращают людей в миллионеров. Ну, наконец-то! Просмотры поднимутся. И попадете вместе с нами на церемонию жертвоприношения. Мы заглянем в будущее. Что? Откуда он знает? Но для этого придется рисковать здоровьем. Я не чувствую твоего пульса. И попытаемся разобраться, правда ли это. Ты веришь во все это? У меня нет причин не верить. Или это обман. Нет, это разводило все. Шри-Ланка как магнит притягивает всех любителей магии, эзотерики и различных обрядов. Но не все едут сюда, чтобы зарядиться на счастье, удачу или богатство. Ира с Колей приехали в надежде спасти сына от страшного проклятия. Но поможет ли им местный шаман? В этом выпуске мы попытаемся разобраться. Шаманы, вокруг которых куча легенд, говорят, что они обладают какими-то магическими способностями. Мы постараемся с ними встретиться, например, с этим человеком. И с другими шаманами. Попадем в такие места, в которые обычно не попадают туристы. И постараемся на собственном опыте проверить, это просто развод на деньги или действительно они обладают какими-то сверхъестественными способностями. Ну, а вы в конце видео сами поймете и решите, верить им или нет. Шри-Ланка предлагает шаманов на любой вкус и кошелек. Поэтому, чтобы не заблудиться в джунглях магии, нам будут помогать проводники. Антон, который не раз ловил духов и знает, как попасть даже в самые закрытые храмы. И Дима, который утверждает, что благодаря магии стал успешным бизнесменом. А помог ему в этом Тушара, к которому мы попали сегодня по большому блату. Сейчас начнется обряд. Ты не волнуйся и расслабься. А когда почувствуешь легкость в ногах, ложись. Силой, дарованной мне свыше, заклинаю тебя стать успешным, богатым и счастливым. Твой бизнес будет процветать, контракты будут приносить миллионы долларов, а за следующие 10 лет ты побываешь в каждой стране нашей планеты. А сейчас твоя душа покинет тело, и ты почувствуешь легкость. А пока душа улетела путешествовать, послушаем мнение профессионалов. Я верю в то, что не все, что мы видим, есть. Есть много всего скрытого, невидимого. Во что ты веришь, то и работает. У меня был пример с детства, это моя бабушка, которая лечила людей без таблеток, без уколов, без всяких рентгеновских снимков. Она использовала воду, использовала соль и молитву. Вот. Здесь используют тоже воду, используют кокос, используют дым этот кокосовый. И опять же вместо молитвы мантры. Как бы все то же самое, просто немножко со 180 градусов ты заходишь. А сейчас я обрызгаю тебя святой водой, ты проснешься, и жизнь уже не будет прежней. Глаза щипят конкретно. Подойди ко мне. Осталась финальная точка. Буквально пару штрихов, и мы закончим. Он кровь, что ли, хочет на меня мазать? Я вижу, что с твоими глазами что-то не так. Тебе лучше умыться. Умой лицо. Блядь, пиздец, вы что не предупредили, что щипать будет так сильно? Вы ж предупредили бы. Что это было вообще такое? Надо потерпеть. Боль — это на пользу. Блин, пиздец. Давайте так не делать больше. Но соль в глаза — это не самое страшное в этом обряде. И я прокалываю палец и пускаю кровь, чтобы все, о чем мы говорили, вступило в силу. Оказывается, кровь — это плата за связь с потусторонними силами. Правда, у каждого шамана есть какие-то свои особенности. Здесь надо платить кровью.
О, это что значит? Важный элемент. Это тебе делают укол, Ага. берут кровь с курицы, с гребешка, и берут у тебя кровь с пальца. Ага. Вот, ты это на яйцо тыкаешь, как бы, и потом закрепляешь контракт как бы, кровью. Чмак. Но ты это не делаешь. Я не делаю, я так, легкая защита, как бы. Тебе жалко кровь? Да, это моя кровь. Я ее берегу. Не хочу контракты подписывать. Но вишенкой на торте является не обмазывание кровью, а то, что в шамана вселяется богиня. Ой. И в случае с Тушарой это богиня Кали. Тушара, расскажи, как ты помогаешь людям? Помогаю с помощью светлых сил и богини Кали, а огнем я заманиваю ее в свое тело. Мое главное правило — я ничего не имею общего с темными силами и темной магией. Опиши своих клиентов, а они все богатые? Это совершенно разные люди, от обеспеченных иностранцев до моих небогатых соседей. Здесь важно не количество денег в кармане, а чистота твоих мыслей, души и разума. Что ты со мной делал? Я хотел избавить тебя от негативной энергии и улучшить жизнь. Но ты хороший человек. Если ты лег, значит, твоя душа чиста, и все у тебя будет хорошо. Признайся, вот все, что ты делаешь, это шутка или правда? Все это чистая правда, иначе я бы не стал знаменитым шаманом, и ко мне бы не приезжали со всего мира. А когда ты делал так? Зачем? Это не я. Это Кали входила в меня и выходила. А вы могли бы рассказать самые необычные истории, связанные с вашими клиентами? Благодаря мне на свет появились 36 детей. Бездетные пары получили шанс стать полноценной семьей. Также мы спасли множество людей из разных стран, в которых вселялись потусторонние силы. За последние 28 дней на этом канале больше 4 миллионов просмотров. Давайте познакомимся, с кем мы не знакомы. Я Павел Гительман. Это моя любимая жена Татьяна. И у нас есть личная новость. Уже вовсю готовимся к приходу в нашу семью нового малыша, и поэтому я вдвойне рад, что сегодня другом и партнером этого выпуска стала компания Junis и подгузники нового поколения. Какое большое количество вопросов у молодых родителей. Какие подгузники выбрать, чтобы они были безопасны, удобны и не протекали. Подгузники Junis ультратонкие, с нежной, бархатистой поверхностью и подходят для малышей с первых дней жизни. Они быстро впитывают влагу и надежно удерживают ее внутри. Абсорбент не сбивается в комок при наполнении. Они идеально подходят как для дневного, так и для ночного использования. В этих подгузниках кожа малыша дышит и не вызывает аллергии или раздражений. Подгузники Junis не используют хлор и отдушки. А посмотрите, какие они яркие и клевые, с цветными мультяшками. Подгузники аналогичного качества стоят на 50% дороже. Эти подгузники рекомендуют все мамы, которые попробовали их хотя бы один раз. Подгузники — это не все. У Junis есть вкладыши для груди, влажные салфетки, пеленки. Это идеальный набор для мам, которые прямо сейчас или в скором времени собираются в роддом. Ссылочка на наших друзей, компанию Junis, и всю продукцию в описании. Ну а вы-то верите? Конечно, на 100%, даже нет сомнений. А что бы вы сказали тем, кто не верит в это? Приезжайте и сами все увидите. Я знаю, что Тушаре не нравятся эти ваши сомнения. И сейчас он вам покажет, откуда берется его сила и на что он способен. Так что мы проведем еще один обряд. Огонь могучий, дай мне силы. Пусть богиня Кали войдет в меня. Пусть она наделит меня своими силами. Ну что, он верит мне теперь? Ты ему веришь? Да. Кали, услышь меня, чтобы никто не сомневался в наших способностях и в нашей мощи. Этой веткой с острыми шипами я оставляю раны, которые ускорят твое появление.
Но что, он верит мне теперь? Осторожно, осторожно! Это Кали. Она недовольна тем, что нам не верят. Так как микрофоны мы приносить в жертву не хотели, пришлось согласиться с Тушарой и погрузиться в магию. Хотя с каждым новым действием все происходящее больше напоминало театр. С музыкой. Что происходит? Ты мне какой-то объясни? С танцами. Бля, это точно безопасно, ребят? И элементами фаер-шоу. Ой, бля. Но пока силы Тушары на нас не действовали, и мы неохотно ему верили, рядом стояли люди, которые не только верили, но и были в восторге от его суперспособностей. Ты веришь во все это? У меня нет причин не верить. Почему? Потому что когда я первый раз познакомился с Тушарой, меня к нему привели не как туриста, который принесет ему деньги, а получилось совсем все по-другому. То есть я познакомился через Ратну, да, которому я и так доверяю. Я заметил, что он приглашает его на лодку, каждый раз, когда лодку отправляет в океан. И я проследил некие системы, да, пока здесь жил на Шри-Ланке. И вот увидел, что Тушара делает то же самое. Когда он режет эти лимоны пополам, он прям сильно-сильно наблюдает, вот как вот они перевернутся, и в зависимости от этого делает следующие действия. Ага. Вот. Ну а когда я к нему пришел на прием, получилось так, что с меня вообще не брали денег. И он меня спрашивал зачем-то, что ты хочешь получить и так далее. А я был не готов ни у богов, ни у демонов просить что-то без вложения своих усилий. Вот. Поэтому я просто сказал, каким бы целям я хотел прийти. Он говорит, все, давай, сейчас мы все закроем тебя, все у тебя будет, закрутится. Какие за цели? Начать разрабатывать свои два проекта. Они социально ориентированы, они вообще не приподъемные, по сути, были. Ни по технической реализации, ни по наличию моих знаний специальных по ним. Так, и что, получилось достигнуть? Ну, у меня как минимум получилось работать по 17-15 часов ежедневно. То есть я освоил 2 языка программирования, реализовал MVP-версии этих проектов. Ну и начали приходить какие-то идеи, хотя я и так не глупый. Вот, я просто... знаешь, живя тут некоторое время, я стал, наверное, доверять этому всему. И ты связываешь, что твои результаты в проектах не связаны с тем, что ты сюда пришел? Нет, скорее всего, в целом моя жизнь точно связана с этим моментом, когда я сюда пришел. Потому что я туда замешал все свои потребности. Красную машину, это вот Феррари, да? Реализовать проекты, самому реализоваться, пожениться на дочке Ратной, короче, понимаешь? Так, То и есть что, всё ты заложил. Феррари в итоге у тебя появился или нет? Я думаю, что я к ней близок, как никогда. В прямом и переносном смысле, да. Круто. Ну, я думаю, что должно Пятерочка. сработать, да, все. Супер. Давай проверим в следующий раз, Можно. когда я все приобрету. Пока мы монтируем, чтобы ты успел приобрести. Ну, нет, я думаю, так быстро не получится, но теоретически возможно. Ты просто не знаешь, как мы медленно монтируем. Супер, спасибо. Круто. Но лишь один вопрос остается открытым. Сколько же стоит чудо? Тушара долго не мог определиться с ценой, но потом озвучил сумму в 30 тысяч рупий. Thank you. Житель Шри-Ланки никогда не назовет вам сходу цену. Ему надо будет подумать, оценить ситуацию, понять, что к чему, зачем и как, и только потом вы услышите цифру. Но также не стоит забывать, что здесь не торгуются только с банкоматом. В остальных случаях торг всегда уместен. Ну а как же цена за обряд? Тут все просто. Чем лучше ты хочешь результат, тем больше нужно заплатить. Страшно представить, а сколько же будут платить Ира и Коля, которые спасают своего сына от страшного пророчества. Но пока они готовятся к обряду под названием пуджа, мы узнаем, что это и сколько примерно это может стоить. Пуджа – это один из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме. Идея в том, чтобы вступить в контакт с божеством и выразить ему свою преданность. Люди поклоняются ему, приносят ему дары,
А он взамен на это решает вопросы и проблемы, которые их волнуют. Кинсли, сколько стоит самая дорогая пуджа? So with the big people, big man, dancing man, Yes. sound band, Yes. 25 man. Если вы думаете, а чего это мы вам не переводим, Кинсли, то вы просто должны понимать одну маленькую тонкость. Теперь на русский. Смотрите, какая у нас, ребята, для вас супер комбинация. Человек говорит на сингальском, другой переводит на английском, и третий переводит на русский. Все для вас, люди добрые. И все же, сколько стоит пуджа? 7 миллионов. Пуджа с вечера продолжается такая. до Это утра. местных, да? С барабанщиками, с животными, с шоу-программой, как бы. 7 миллионов. То есть это такое, как в цирк сходить практически, только персонально для тебя. Да, для твоей Ничего семьи. себе. 7 миллионов, еще раз, это в долларах сколько получается? Не знаю, столько не зарабатываю. Ну, давай посчитаем. Какой курс сейчас? Давай, ну по 4 бери, ладно. То есть 7 делить на 4. 7 миллионов делить на 4. Делить на 4. В комментариях кто-нибудь найдет, что мы не умеем считать в голове такие цифры. Получается... Курс меняется, постоянно плавает. А, это на рубли мы переводили. Да. Да, почти 2 миллиона рублей за то, что целый день вокруг тебя танцуют слоны, Барабанщики, люди, музыка. барабанщики. И самое главное, с тобой происходит процедура, Да. с которой все будет... Все Меняет- хорошо у тебя меняет будет. твой жить. менталитет и восприятие твое. Удивительный мир. Очень. Он ездил в Италию, в Париж, в Булонь, Марокко. What else? И там все время заказывают. Да, и там пуджу заказывали. То есть он не только здесь делает, еще и выезжает по всему миру. Да. Тут должна быть рекламная пауза. Новая профессия. Будь шаманом, езди по разным странам. Пусть тебе люди платят по 2 миллиона за то, что ты будешь танцевать со слонами, а обучение новым профессиям по ссылке в описании. Yes? Давай его, да. Это была шутка, друзья, на всякий случай, а то потом найдется кто-нибудь и скажет, что? А где ссылка-то? Где учиться? Пуджу онлайн тоже мы делали, как бы это тоже работает, не выезжая. По Через Zoom? WhatsApp. Через WhatsApp. Не, Через мы WhatsApp? мы попроще. WhatsApp пуджа. А он понимает, что большинство людей вот этот разговор будет воспринимать как, скажем так, странным. То есть люди будут смотреть и понимать, что это какой-то разводилово. Он это понимает, что это так? Люди воспринимают. Нет, потому что это обыкновенное явление. Здесь, на Шри-Ланке, в Индии 1 миллиард человек. Все верят в пуджу. Шри-Ланка вся верит в пуджу. То есть он даже не допускает, что этот разговор кем-то может интерпретироваться как не то, что вот мы верим и вообще счастливы, что такие процедуры происходят. Премьер-министр делал пуджу? Yes, Yes. Да? yes, премьер-министр Местный? Шри-Ланки. Yes. Шри-Ланки, да. А какую Нет, задачу пуджа. он решил? Вот проблема. Какая была проблема у него? Пуджа проблема. Yes. Вот проблема. Какая была проблема у него? Problem 1 year, 2 years, 21, 2019, 15. Ну, на здоровье он делал, там у него какие-то проблемы со здоровьем были, и он делал пуджу. Премьер-министр делает страны, как бы, о чем говорить. Ну, я как человек приземленный и простой. У церковь меня ходишь? вопрос. Вопрос. Почему тогда премьер-министр или президент не придет и не решит проблему с дефолтом? Вот он может решить ее, пуджи? Я шаман, а не Будда. Этот вопрос одной пуджей не решить. И Кинсли делал пуджу в Ватикане тоже. В машине, в микроавтобусе, он говорит, чтобы там гвардейцы этого Папы Римского не насадили на ножи, они делали в микроавтобусе пуджу. В футбольной команде заказывали пуджу. Италия, футбол-тим. На 5 матчей они заказывали, они хотели победить, и 2 первых раза пуджа не сработала, как бы они проиграли. Из 5 2. Да, и они, говорит, хотели накинуться на него, говорит, чау-чау-чау, там, говорит, подраться. Вот. И он говорит, пуджа не забьет мяч, как бы, за вас. Она не забьет, она так не работает. Тебе надо самому приложить к этому усилия. Ага. Как бы она укрепляет твой ум. Она не будет пинать за тебя ногу, как бы. И все, он им сказал, что, говорит, и все нормально. Моя пуджа работает, и, говорит, вы мяч пинайте. И они выиграли 3 раза и подкидывали его вверх вместе с амулетами, со всеми там. Короче, говорит, вечеринка была знатная. Ой, какой удивительный мир. Антон понимает Кинсли с полуслова, ведь давно работает с ним и часто приводит к нему клиентов. И вот такие ритуалы — это то, что накапливает его, так сказать, казну. Да. И он с этих денег содержит эту территорию, платит людям зарплату, Да. потому что здесь персонал. Да. Я смотрю, да человек 10 работает, да, где-то? 5? Ну, поменьше, да. Но бывает и больше, бывает и 20. Ничего себе. То есть такой большой спрос на его услуги, что ему целое предприятие получается содержать и сотрудникам еще платить. Кинсли, да, очень популярен, у него пуджа very famous. Ничего себе. А он один из самых популярных? Или есть еще более... Есть, конечно. Есть, да?
То есть там вообще не пробиться к ним. Ну, можно пробиться, всегда можно пробиться, конечно, если котлета есть. Сколько так к нему клиентов приезжает наверное, в месяц, ну, примерно? Пуджи делается утром и вечером. И до короны вообще ситуация с пуджей была очень хорошая. Как бы приезжали люди и утром, и вечером. Постоянно он был занят. И ему даже, ну, он уставал от этого, потому что говорит, всякие пуджи. Что там по 50, по 60 семей в месяц получается. Было, Если да. утром и Сейчас вечером. 13-14. Ну что ж, нам так расхвалили Кинсли, что мы решили на себе проверить все его магические способности. Но для начала надо было составить гороскоп. У каждого ланкийца есть свой гороскоп. Обязательно они их придерживаются, очень сильно в них верят. Но я тоже считаю, что гороскоп такая вещь, которая, ну, работает в твоей жизни. Она показывает твои стороны сильные. Потому что здесь очень много вот всякие интерсексторики, они зарабатывают здесь. Ну, зарабатывают вообще в онлайне, они зарабатывают. Но они приезжают, вот эти люди приезжают, делают карты натальные, кто-то там на руке, у кого-то в трансы входят, потом лягушка, камба здесь ставят. Это секреция амазонской лягушки, и тебя выворачивают, типа чистят. Люди, которые занимались здесь сухим голоданием, они не пьют воду, там долго в это состояние входят, держатся там 36 часов и потом выходят. Как бы организм прочищается. Вот. Очень много всяких практик, помимо гороскопа. Ну, вообще, повторюсь, на Шри-Ланке это вообще все очень много этого всего. И все это можно попробовать. Как бы доступные деньги. Ну, интересно посмотреть со стороны human design, я не знаю. Опять же, натальные карты, что там еще есть. Вот этот гороскоп, это какой-то индийский. Вот. Какой цветочек у тебя любимый, какая птичка, но это все-таки выстреливает в людей. Не знаю как, но выстреливает. А чтобы качественно составить гороскоп, надо ответить на ряд вопросов. Какие-то из них вполне понятные. Когда и во сколько родился? Некоторые необычные. Например, какой любимый цветок и какая любимая птица. А некоторые оказались очень неожиданными. Сколько лет женаты? Вот это сейчас подстава. Да, юбилей когда. Так, ребята, потом в монтаже вырежете. Сейчас проверю по Фейсбуку. Запрещенная организация в Российской Федерации. Не, ну я просто считаю все время, что много, а жена говорит, что мало. С ней Чек, вот С дальше. женой-то, понимаете же, год за два. Вот. Вот тогда Весь дate. вот женился. 28 декабря, 13 год. Мэрит. Женился. Ладно, друзья, пока он все это делает, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы вообще верите в это все или нет. Просто интересно статистику. Напишите, да, верю в шаманов. Выбирай листочек любой, и на него штукарь положишь. Дарья, подготовьте монетку. Выбирай вот этот любой. Вот этот цельный. Вот он, видите, как нативненько раз, и не забыли про денежку с меня. Именно штукарь надо, да? Это $2. И дело не в этом. Я именно к тому, что именно штукарь, правильно? Можешь 2 положить, можешь 3. Понял. У меня только один. Остальное мелочь. Так. Это своего вида энергия тоже. Ты расплачиваешься энергией. Конечно, да. Я понял. Энергия расплачиваюсь. Ага, пожалуйста. Если вы думали, что мы тут шутки шутить пришли, то вы ошиблись. После всех гаданий Кинсли назовет дату смерти и предскажет будущее. Мне нравится его улыбка. Все хорошо. This man, 18 years going. 88 лет ты помрешь. Okay. Еще ипотеку успеешь выплатить. Надо брать. 91 going, 91 years going, 18 going, Ага. 91 years going. Yeah, no problem. Где нет проблем. Вот. 2022 May, Yes. May 22 date going, 46 years going very good. 22 мая 2022 года у тебя пойдет счастливая полоса, и будет она идти до 46 лет. Ну, наконец-то! Просмотры поднимутся вообще. Ну, всё наконец-то поперло, блин, ну ты вообще, блин. Подожди, Я это сразу не всё. говорил, а вы все сомневались.
серьезный человек, понимаете? Правильно дело говорит, все к нему приезжаем. Так, продолжайте. Окей. In 2020 April 12 coming. Yeah, very good. Just coming. Okay, very good day. 2020? 2020 Ну, это прошло уже, да, по-моему? Да. 22 апреля. Да. 2020 April. Ага. Началась у тебя хорошая полоса с 2020 С 20 года пошла хорошая полоса? С 20 года. С апреля, да, как раз? Да. Пандемийка, когда, ну, нормально, да? Вот это, да? Потом специальная операция, которая бизнес накрыла почти что, да? В принципе, У тебя, ты смотри на проблемы в своей жизни, как бы. Вот у А тебя я согласен, улучшение это было. меня не особо касается. 3 миллиарда потерял, все на все. Продолжайте. Sri Lanka name Guru. Again, money. Gahaya. Guru. Dhanasthani. 11. Я понял гуру и мани. Меня устраивает. Теряно. Guru. Просто гуру мани. Guru. Yes, Guru man. Guru. Understand name. Money. Money man. Have come. Ты богатый, ну, ты будешь человек богатый, понимаешь, как деньги делаются. Вот, и деньги к тебе еще придут. Продолжайте. Хорошо, давай проверочный вопрос можем задать? Ага. Когда будет второй ребенок у меня? He asked when his will be have second baba. Second baba. Come? Yes. From 2022 December going. Very good. Second one. Yeah. Когда он сказал? Декабрь, ну, 22-го, получается. Я так понял. Что? Напиши жене, позвони. А? Что? Yes. Мальчик будет, говорит. Что? Откуда он знает? Мы сейчас беременны. Декабрь. Нет, это разводило все. Я тоже не знал. Не, ну мы беременны, как раз у нас роды, ну, на ноябрь где-то назначены, но ноябрь-декабрь это рядом. Ну ладно. Не может быть! Давай, 5 миллионов подписчиков. Да нет, это вообще... Мы пол пока не знаем, Мальчик, говорит, будет. но по чуйке нам тоже так казалось сигнал. Ну, посмотрим. Дочурка, если будет, тоже хорошо. Так. Начинает пахнуть жареньким. Пуджу будешь заказывать? 2 миллиона рублей просто, и все, поправить дела все. Попадание у него 100% бывает. Вот как раз он ребятам, которые сегодня приедут делать пуджу, он им попал. И, соответственно, они хотят пуджу. Они тоже его первый раз видели. Okay. Thank you. Jaya. Дяваева. Так, друзья, ну что, я хочу сказать в завершение. Конечно, хрен пойми, правда или неправда все это дело, но я в своей жизни был на 3 приключениях. Был однажды у астролога, однажды у таролога и сегодня у шамана. И что приятно, что все 3 человека одинаково говорят, что я от рождения очень богатый человек. Ну, правда, неправда уж не знаю, но от этой мысли становится приятно. Потому что богатство внутри, они тебе говорят, а не здесь. Всё Ну, они богатство про внутри. деньги говорят, они говорят, что буду мультимиллиардером. Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь и следите, правда ли все эти люди говорят, что я буду мультимиллиардером. Ну, Аюбаван. Дяваева. А пока Кинсли ушел готовиться к ночной пудже, чтобы спасти от проклятия ребенка, Антон рассказал нам такое, от чего волосы становятся Большие ноги, там, дыбом. опухшие. Здесь вообще все очень быстро гниет на Шри-Ланке. Там, если ты ударился, у тебя вавка, ты ее не залечил, она потом будет вот таким огромным пятном у тебя на ноге. Влажность очень большая и болезни. И они в основном режут. В основном им проще всегда отрезать ногу, руку, там, если какие-то проблемы. Здесь очень много таких вот. Чуть одна культя, вторая культя. На Шри-Ланке. сами себе отрезать. Не, медицина именно так вот построена, что проще отрезать и как бы все, свободен. Вот. Если ты хочешь уже сохранить, надо уже платить деньги, ехать в Колумбо. Вот. Кинсли, у него там есть пару людей, он им помог как бы. И они до сих пор на него работают. Вот. Ему хотели ногу отрезать, говорит, я его в Колумбо взял. А он, говорит, взял бутылку арака, пошел бухать. Вот. И засунул ее сюда под соронку. Засунул, все, закрыл. Идет, и другой такой же пьяный ехал, и прям в спину ему в эту бутылку засаживается, короче. Все осколки ему от бутылки, там все в спину. Шутку-то врезался? Или... Не, ну, пьяный был, как это бывает. И прям в бутылку ему попал. Не все, ему там, давай, говорит, сейчас будем там вырезать что-то. Ну, все сделали классно. Он говорит, я его взял, 300 тысяч рупий. Теперь он на него работает, не знаю, сколько лет уже. 10, наверное, как в рабство захватило. Он какой-то же обряд просто сделал с ним? Нет, врачи в больнице спасли. А так здесь медицина бесплатная. Ну, так себе.
То есть бесплатно могут отрезать ногу. Да, да. В принципе, понятен сервис. На себе мы эту информацию проверять не будем. Хочется вернуться домой с полным комплектом рук и ног. А вот к одному местному доктору с удовольствием зайдем в гости. Ведь после всех этих гаданий и изгнаний душ небольшой чекап не помешает. Ну, в этом выпуске наша команда продолжает экспериментировать надо мной, над моим телом. После всяких шаманов, медиков, они привезли меня в какую-то очень странную клинику. Ну, вообще это не назвать медицинской клиникой, потому что она называется аюрведы. Если посмотреть Википедию, то это традиционная индийская медицина. Но многие считают ее лженаукой, а некоторые считают, что это спасение человека. Ну, сейчас должны меня продиагностировать, что-то помазать, и посмотрим, насколько это реально работает, либо это же полное разводилово. Так что погнали, проверим, есть ли у меня что-то в органах не так. Ну, по их мнению, конечно. Так-то я, конечно, здоровый человек. Интересовало, как выглядит медицинский центр, то это примерно так. Я надеюсь, я останусь живым в конце. Ну, наш доктор уже приехал. Я не знаю, можно вот так называть доктором вообще? Ну, пойдемте познакомимся. Если вы хотите спросить, при чем здесь аюрведа в выпуске про магию, то просто наберитесь терпения. Житель Шри-Ланки скорее обвесит себя амулетами, пойдет к шаману или на аюрведический массаж, чем выпьет таблетку или наложит гипс на сломанную руку. Вы, конечно, можете не верить в аюрведу и считать это таким же магическим обрядом, как и поход к шаману, но ни один ланкеец ни секунды не сомневается в ее пользе и силе. А миллионы людей прилетают сюда за тысячи километров, чтобы пройти обследование у местного специалиста. О, ребята, можете пойти там что-нибудь еще поснимать, я тут полежу пока, ладно? Блин, хорошо как. О. Блин, кстати, охренеть. Голова кружится конкретно. Как будто я алкоголь какой-то выпил. Да, это вам не УЗИ с колоноскопией делать. Никаких операций и уколов. Вот такое вот лечение назначают аюрведические врачи. А вот как Диксон понял, что именно массаж спасет от всех болезней, сейчас вы и увидите. Диксон, ты доктор? Да. Прям медицинский. Именно так. Я доктор аюрведической медицины. Я лечу людей при помощи натуральных трав и препаратов, а также с помощью специальных аюрведических процедур. Ты обучался этому в университете, как традиционные врачи? Да, я окончил факультет, где нас обучали как западной медицине, так и аюрведе. Прям в институте? Да, в одном месте. Нас обучали предметам из западной медицины. Анатомии, физиологии, патологии изучали разные. А также мы изучали похожие предметы, но уже с точки зрения аюрведы. И спасибо нашим друзьям из Kiwi Taxi, что навсегда в любом месте ездят с нами, помогают нам снимать этот прекрасный контент. И выделили нам этот автомобиль. Вау, они даже дискотеку устроили. Вообще, водители отдельные, конечно, респект им. Но многие считают, что аюрведа — это не наука. Это что-то вроде вуду. Нет, это не вуду. Ну что ты, это реальная научная методология. Да, в ней встречаются какие-то спиритические моменты, но это все научные теории, а не ерунда какая-то. Окей, что ты можешь сделать с моим телом? Можешь провести диагностику? Мог бы ты что-то показать? Да. Давай начнем. Окей, начнем с твоего пульса. Пульс? Да. Но перед тем, как начать осмотр, Диксон похвастался семейными реликвиями, которые передаются из поколения в поколение. На первый взгляд напоминает набор юного волшебника из Хогвартса. Но нет, это медицинский набор, с помощью которого дед Диксона лечил людей. Это старинные рецепты. И вот такой специальной палочкой мой дед делал здесь записи. Это кровь? Нет, просто нажимаешь, и она пишет. Сколько лет этим бумажкам? Не знаю даже, здесь нет никаких дат. Но думаю, больше 150 лет. Это нужно для твоей работы? Или это так, чисто для истории? Мы до сих пор ими пользуемся.
В арсенале Диксона есть еще кобура, в которой хранятся таблетки. Вот правда, их срок годности вышел где-то 100 лет назад. Именно в таком футляре раньше врачи хранили все лекарства. They use this one here. Как пистолет. Да. Ты медицинский гангстер. Yeah. Да, с медицинским пистолетом для стрельбы в пациентов. Спасибо. Ну и самый топ — это трость для хранения препаратов. Вот в такие контейнеры убирали лекарства и потом убирали их в трость. Потом доставляли своим пациентам. Я понял. Парочка моих друзей тоже так хранят свои препараты. Okay. Очень удобный девайс. For Для стрельбы? Нет, для веселья. listen. Okay. Чтобы продиагностировать человека, надо понимать, что согласно аюрведе все делятся на 3 типа – вата, питта и капха. Но с едой или чем-то еще это никак не связано. В людях типа вата преобладает энергия воздуха и эфира, в типе питта – энергия огня и воды, а в капхе – воды и земли. Ни слова больше. Приступим к диагностике. Пока он массирует мой пульс. Так. Что-то у него глаза очень испугались. Сейчас посмотрим глаза. Okay. Чувствую себя девочка, которая обхаживает. Это все? Yes, I can Я могу explain объяснить, что я делал? what I'm doing. Вот. У каждого человека уникальный пульс. И именно по пульсу я могу определить тип человека. Person to person change. И мне кажется, что ты относишься к типу вата на 55%, к питта на 25% и капхи в тебе 20%. А это хорошо или плохо? Нельзя сказать, хорошо или плохо. Для тебя хорошо. Твой пульс чистый и быстрый, но не сильный. Ты относишься к типу людей, которые очень общительны, улыбчивы, а когда выпьют, они веселые. Был бы ты больше типа питта, то был бы более агрессивным. А вот к капхе относятся спокойные люди, молчаливые, не очень активные. Но наша задача сделать так, чтобы в тебе был баланс между всеми 3 типами. Поэтому предлагаю отправиться на процедуру. Что-то это выглядит страшно. Окей? Sit. Все, сит. Опа. Да? Okay. And then head this side. Так, друзья, нам нужно точно сделать вклад в мое здоровье. Вы должны в комментариях написать, что у меня дико вырос пузан, чтобы я чувствовал неприязнь от ваших комментариев, и это мотивировало меня заниматься спортом. Petti dekho. По-другому никак. Petti dekho. Пожалуйста. Это отвратительно. Ладно. О, ты еще крупным планом что сделал? මේකට දාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විදිහට පිළිදෙන්න. Сейчас небольшая струйка будет капать тебе на голову. Тебе надо расслабиться, получать удовольствие и думать о хорошем. Так. Походу, он на волосы бьет пока. Ой, она холодная. Как это вода какая-то льется просто. Ребят, что там происходит? Масло льется просто. Ага, просто масло нам дают, да? Надеюсь. Да. Воняет как-то странно. И так на протяжении 20 минут на лоб лилось масло. Сколько люди платят за такой массаж? Такая процедура стоит 5500 рупий. Это примерно 1500 рублей. Окей. Блин, ребята. Смешно, но это он делает очень приятно. Капец. Мы бы могли показать все 40 минут массажа, но боимся, этот контент будет со значком 18+. Так, ну вот, опа.
Медицина, в общем, местная, понятно. Слушайте, ну прям это, голова конкретно закружилась. В общем, я в медицинском центре. Только что с моей головой творили что-то невообразимое. И сейчас мы попытаемся это помыть. Ну, в общем, меня привели в это пространство. И сказали, что здесь можно помыть голову. Что не сделаешь ради вас, друзья. Но вот душ оказался не таким шикарным, как массаж. Мама в детстве говорила мне, чтобы я был юристом. Но я выбрал быть YouTube-блогером. Но стоило привыкнуть к крану в раковине, как появился душ. Но только не тот, о котором вы могли подумать. Ты что, из биде там льешь или что? Да, он реально из беды бьет. Ой, ты чего даже? Реально, из толчка. Вода вот эта, которая подмывает. Что ты там жжешь, а? Ну, он просто тебя льет из лейки, которая не подмывается. Дай-ка, my friend. Вот. О. Вот так выглядят просветленные люди. Ребята, капец, конечно. Когда я запускал YouTube-канал, у меня была цель пообщаться с 500 самыми талантливыми людьми планеты. Кто бы знал, что меня приведет это. Так, значит, те из вас, кто живут в городах и жалуются, что у них скучная жизнь. О, девочка ржет даже надо мной. Не имеет возможности вот так вот выйти на балкончик с видом на океан. Замечательной жизни. Сходил к аюрведу, он тебя помазал маслицем. Поплавал, посерфил. Почему ты улыбаешься? Выглядишь хорошо. Хорошо? Да. Ты стал выглядеть моложе. Прям моложе? Моложе, но... Что-то чешется не только у меня вот это. Окей. Спасибо. Спасибо, дай мне 5. С аюрведой все понятно, но приехали мы сюда немного за другим. Так что вернемся к нашим шаманам, пуджам и обрядам. И пообщаемся с Антоном, который знает об этом все. Антон, мы с тобой на Шри-Ланке? It's true. It's true? Oh, you speak English? A little bit. Little bit. Good. Что это за такая деревня или локация, как это называется? Это жемчужина вообще Шри-Ланки, религиозная, Катарагама. Каждый местный ее знает. Сюда приходят... В принципе, каждый местный здесь и был. Хотя бы раз из тех, кто ездит, потому что все события знаменательные, которые происходят там, свадьба, купил машину, устроился на работу, получил первую зарплату, идешь в храм. Вот, либо говоришь Будде спасибо, либо Муругаму, покупаешь фрукты, и фрукты здесь зарабатывают на фруктах. Как, допустим, в нашей церкви зарабатывают на свечке, там продают свечки, цепочки, то здесь зарабатывают на фруктах и на цветах. Вот, все продают, местные покупают. Когда здесь фестивали, в Катарагаме негде жить. Паломники, 10 дней фестивали. Люди очень религиозные на Шри-Ланке. Ничего И себе. вот это одно из этих мест. Доход шамана — это продавать пуджу. Это чисто пуджа. А что такое пуджа? Это что за процедура Пуджа такая? — это подношение богам. Каждый здесь верит в своего бога. Можно во всех верить, можно верить и в Будду, и в Муругама, и в Шиву, и Кали. Вот я знаю, что есть 5000 религий вообще на Земле, так Google говорит. Вот. Каждый во что-то верит. И вот здесь люди верят в пуджу. Это с Индии пришло. Получается, ты подносишь дар богам, фрукты там. Фрукты не то, что там какой-то бог будет их есть. Он как бы почует запах от этих фруктов. Их надрезают, моют, надрезают, проходят они обряд. И ты занес, получается, благодать свою. Как бы, вот. И потом выходишь и раздаешь эти фрукты. Неважно кому, бедным, там есть люди просто живут за счет пуджи здесь. Все фрукты, которые люди покупают здесь, они же здесь их оставляют. Вот, и раздают бедным.
Вот. И здесь такой как бы храмовый комплекс кормит всю Катарагаму здесь. Вот. Работает очень много людей, очень большой храмовый комплекс. Вот. И все люди приезжают на пуджу, каждый верит в нее. У меня вот тоже есть такой. Это вот один из обрядов была пуджа защитная. Здесь масло, получается, находится. Защитное, намоленное. И у кого ты увидишь на Шри-Ланке, у всех есть пуджа. Либо пуджа делается человеку, если у тебя какая-то там проблема, или просто общественная пуджа. Там пришел просто как в церковь, постоял, помолился там в обычный день. Либо какой-то у тебя есть запрос, поднять свой бизнес, проклянуть человека, там, жену вернуть, отворот, приворот, полный спектр вообще услуг. Ой, а мы можем сделать пуджу на то, чтобы у этого ролика было 5 миллионов просмотров? Сегодня вечером мы замутим вообще такую. И проверим, сработает или нет. Ну, надо какое-то время, чтобы вселенная материализовалась. Ну да, да. Вот это классная идея. Хорошая идея, вообще всегда место. Если ты хочешь 5 миллионов просмотров, тебе надо пальцы порезать и кровью своей чмаку поставить. Похоже, без пуджи будем набирать, ребят. Давай чужую кровь просто. Чужую если не хочешь делать сам, заставь другого. Нет, нет. Почему? Мне тоже надо, чтобы 5 миллионов было. Как бы. Ну, как раз. Кто хочет заплатить своей кровью за чужой успех? За твой. Ну, за свой можно и свои платить, на самом деле. Своим потом и кровью, да. Так, я хочу еще раз понять. Пуджа как переводится? Это обряд? Это, не знаю, молитва? Это какая-то церемония подношения дара богам, да. Церемония, и она может иметь разные назначения. Да. То есть как Опять же, ты выбираешь, кому делать пуджу. Пуджа может быть для Муругама. Это тоже бог острова. Шива есть такая тоже богиня. Ты можешь пуджу делать у нее, Кали. Ты тоже можешь у нее делать пуджу. В Индии они жесткие пуджи, они убивают этих козлят, там, куриц, которые бывают. Ну, потому что Кали, ей нужна кровь. Надо платить кровью. И они там... Здесь берут с петуха немножко крови, немножко с человека. Вот. Ну, и ты соединяешься. В принципе, все религии, они, вот, как я заметил, похожи. Кровь, вода, вот, огонь всегда присутствует. Если у нас кадилом пахнет, то здесь специальные кокосовые такие штуки, они немножко в транс себя вгоняют, им подносят лампадку. И они такие... Все, пошел. Сегодня вечером увидите, это интересно. Я уже видел просто их уже, не знаю, больше, чем у меня пальцев на руке в квадрате. Вот, и разные пуджи, допустим, если пуджа злая, я видел такие невероятные пуджи. Местный дядька, ну, уже такой он в возрасте, женился с местной теткой. На Шри-Ланке можно это делать только один раз. Нельзя разводиться, только если кто-то из супругов go down, да, какой английский. И они жили какое-то время, и он устроился на работу в Германию. И улетел в Германию отсюда, со Шри-Ланки. И все, там нашел тоже женщину себе, ну, ланкийскую. Там же нравы попроще. И это знает женщина, что он здесь, как бы, что он там уже женщину себе нашел. Он деньги уже перестал присылать, как бы, туда-сюда. Она идет к моему другу Кинсли, заказывает у него пуджу, чтобы он вернулся. Вот. И что? Он возвращается, у него там что-то не срослось, он с Германии прилетает сюда, как бы начинает с ней жить. Та, которая осталась в Германии, она тоже ланкийка, у них какое-то, видно, общество есть, как везде по свету, там русские здесь, там, вот они только ланкийцы. И она едет за ним сюда. Они начинают жить вдвоем. То есть две ланкийки. Втроем, в смысле? Да, втроем уже начинают жить. Им 50 лет, как бы, это все в 50 лет. Но мужик вообще не промах, как бы... Он в Германии жил, там не знаю, чего наблатыкался. И он взял еще третью женщину, здесь я нашел, и начал ходить к ней. И у них, соответственно, денег стало поменьше. Они такие, давай сделаем пуджу, чтобы вот эта третья ушла. Как бы. Вот. И они заказывают у Кинсли пуджу, чтобы третья ушла от него. Как бы они вдвоем остались, окей, как бы, но такие очень невероятные пуджи. И что, сработало? Я ему звонил потом, я снимал его на видео, как бы говорю, мне нужен результат. Вот. И он мне больше не отвечал. Не знаю, может, они его съели просто сами. Две женщины, я не знаю, 3 женщины, мужчина отчаянный. Ему пуджа нужна для укрепления сил просто. Да. И спасибо Киви Такси, что вы всегда нас выручаете и сделали нам возможность ездить на этой машинке везде. Они работают по всему миру, поэтому если вы куда-то едете путешествовать, то обязательно воспользуйтесь Киви Такси по ссылочке в описании. Спасибо вам, ребята. Пуджи не всегда бывают для личного успеха. Их часто заказывают и для того, чтобы кому-то насолить. Например, просят, чтобы у соседа бизнес шел похуже, или чтобы он стал беднее. Это странно, ведь такие услуги могут стоить от 100 000 рупий.
и можно было бы их потратить на себя. Давай еще поговорим про магию. С чем ты сам сталкивался здесь, что ты видел своими глазами? Или твои знакомые? Самые необычайные случаи. Самые необычайные случаи. С женщиной изгоняли вот Яка. Яка — это, короче, дьявол. Она там орала так нормально. У меня было на телефоне все, там на камере. Все украли, как бы. Такое случается. Я вроде как с девайсами, которыми никто не умеет пользоваться, но я их потерял. Вот, но можем посмотреть там видос, он сам снимал. Ага, ну расскажи про вот 600 тысяч. 600 тысяч, изгнали беса из нее. 600 тысяч чего? Рупий. Рупий еще тогда было. Она пришла и говорит, у меня бесы. Муж. Муж? Ну, семья, да. В основном семья это все палит, как бы. И они пели в барабаны, там били, короче, вызывали. Ну, плюс кадилом этим ее. Еще раз, муж приводит жену и говорит, хочу из жены изгнать беса. Да. Да. И за это платит 600 тысяч рупий. Очень верят в демонов на Шри-Ланке. У каждого маски, если замечали, ездили по Шри-Ланке, маски везде висят. Маски такие деревянные они делают. Вот, каждая маска это там от болезни от определенной лечит. Как бы там, вот, повесил там, чтобы у тебя печень там не болела, все, ты пьешь постоянно, повесил маску, и все, она работает, печень не болит, ты пьешь. Вот. И такого очень полно, и они верят, что раньше они хранили родственников там у себя во дворе. Вот. Старые дома еще есть, там дедушка закопан, как бы еще всегда дедушка с тобой. Как бы. Ты пошел, не надо там на могилку ходить, там на Пасху чистить, просто вышел во двор, уже у деда оказался. И дед помогал. И иногда они возвращают, как бы, говорит, вот мы ездили на такую тоже пуджу, что, говорит, у нас все хорошо, как бы было тут, ананасы росли, там бизнес, автобус купили, но, говорит, сейчас все пропало. Вот, дед ушел от нас. Окей, что, вернем? Поехали, вернули там 150 тысяч рупий. Все, пуджа, там 3 часа. С утра делают из банана все. Всякие там сооружения такие красивые для подношения каждой богини, потому что дается рис, запахи, вот это все, чтобы она обратила на тебя внимание. Вот. А вечером уже непосредственно начинается пуджа, и все, деда запирается в тыкву такая есть. Местная ланкийская тыква, она не наша. Запирается и сидит там. Да, сидит там, ему дают час, и еще полчаса, как бы, он ланкийский, может опоздать, как бы, туда-сюда. И потом разрезают ее, и все, и дед обратно вернулся, конечно, в семью. Отдохнешь потом. Какой-то это бред, все. Вообще бред, сюрреализм, но это все работает на Шри-Ланке. Но что-то мы засиделись. До ночной пуджи, на которой будут спасать ребенка, остались считанные часы. А пока мы с Антоном отправимся в местный храм. Мы оказались в каком-то уникальном храме, где одновременно находится много микрохрамов. Люди приходят сюда утром и вечером для того, чтобы помолиться. Ну, можно назвать это повеселиться, поотдыхать. И мы здесь с вами побываем во всех этих точках. Я забыл, что я хотел сказать. В общем, это что-то удивительное, невероятная атмосфера. Потому что здесь сидят люди спокойненько, молятся Будде. Там дерево, под которым сидел Будда. А там музыканты, которые приходят и каждый день фигачат эту прикольную музыку. А мы с ними потанцевали. Как это вообще? Что происходит в этом мире? Но начнем с самого начала и покажем вам, как начался день в этом храме. Где мы очутились? Мы очутились в жемчужине Катарагами, это храм. Местный храм Киривера. Здесь находится очень древняя ступа, больше 2 век до нашей эры, наверное, находится. Эта женщина могла бы лучше рассказать, чем я, но она ничего нам не скажет. И плюс здесь находится храм главного бога острова вообще Муругама, где мы были до этого в ашраме, 6-ликий, 8-рукий бог Муругам, который путешествовал по земле на павлине. Здесь все в павлинах, вы увидите. Павлина — это вообще благородная птица на Шри-Ланке. Не охраняется законом, браконьеры ее не убивают. Если убьешь павлина, Муругам убьет тебя. Это сюда туристы приезжают или кто? Туристы сюда приезжают с Индии, ломятся паломниками. Здесь негде жить, просто здесь куча людей, они на полу валяются. Здесь очень религиозное место. Куча людей поклоняется с Индии, в основной поток и местные ланкийцы. С какой целью они сюда приезжают? Что они хотят? Со своими проблемами читают мантры, всей семьей сидят, медитируют, играют с детьми. Это так очень мило. Ну и кастрюли свои берут с рисом, здесь и готовят. Здесь все происходит. Расскажи, что сейчас здесь происходит? Здесь какой-то сейчас обряд происходит? Нет, каждый день. Каждый день это все доступно. Люди приходят, пуджа 3 раза в день. Вау. Рано утром, что-то 6:30, наверное, 7 утра. Начинают барабаны, здесь сразу танцоры появляются.
Потом в обед в 11:30. И вечером уже где-то в 8:30, наверное, раздают фрукты, раздают просад. Все бедные здесь питаются вообще за счет катарагамы. То есть здесь, получается, бесплатно можно питаться, потому что все приносят вот эти фрукты на Да. подаяние, Да. и потом, поскольку их не оставляют, раздают людям, то они Если здесь увидят, питаются. что ты белый взял фрукты от кого-то, тебе обязательно замучают. Ты уйдешь с полным вообще пакетом. Я брал просто пакет, как бы я здесь жил, я не покупал фрукты, я уважаю каждую религию, но я приходил сюда с пакетом, как бы набираешь пакет фруктов, и все, у тебя ананасики, бананчики, манго, все очень вкусно, все очень полезно и освещено, самое главное. Здесь очень много комплексов, часовенок маленьких, если на наш перевести. Каждая соответствует каждому богу. Вон там Шива, вон там мусульманская мечеть, вот здесь Муругаму и его храм. Вот это вот Ганеши, это бог с лицом слона. Вот. Бог писателя, я иногда захожу к нему на пуджу. Вот. И каждая маленькая часовенка это для кого-то. Там для Будды очень много здесь. Для всех религий обуяли, только нет христианской как бы церкви, единственное упущение. Но можно это исправить, у меня были такие квесты. Да? Да. Если кто-то вдруг захочет, здесь можно это сделать. Я думаю, это вообще они землю дают для всех религий, и им только еще больше привлекать. Но я не видел, чтобы здесь очень много мусульман было, как бы они не любят, здесь очень шумно. Барабаны здесь, вот эти трубки их. А чтобы вы понимали, о каком шуме идет речь, просто посмотрите, что здесь происходит вечером. Мы приехали в храм на вечерний пуджу. Тут нельзя с обувью, поэтому я еще раз снимаю ее. Это весело! Ладно, потанцевали и хватит. Лучше поговорим о еде. Такие подносы с фруктами здесь продают от 500 до 15 тысяч рупий. То есть это нормальные деньги для Шри-Ланки. И здесь фрукты открытые, чтобы они давали запах. Вот. И каждый угощает друг друга. Это он бесплатно раздает или Да, продает он ладно. тебе? Не, все бесплатно. Он купил это. Он это себе купил и раздает. Вот я рекомендую тебе попробовать. Вот это у меня. Белли. Белли. А как это есть? Это надо колоть его. Вот, они, видишь, все открытые, потому что они дают запах. Как бы яблоко порезанное. А как это расколоть? Пол. И дальше что с ним? И потом есть, да. А вот об этом можно? Да, да. Ну-ка. Получится? Это точно можно кушать? Да, вот это, видишь, медовое? Засовывай теперь пальцы туда. Он у меня грязный. Засовывай чистый пальцы. То есть кушать можно только Это вот то, уже что не внутри, да? Да. Но она бывает не поспела. Держи, я тебя угощаю. Спасибо. Но пока одни фрукты едят, другие приносят в жертву. Вот это вот место, здесь все загадывают желание над головой, Ага. крутят кокос 3 раза потом. Жик. Ты загадал желание, допустим? Так, то есть я захожу, наклоняю голову, Нет, ты вот сюда становишься. вот с этой стороны. Да, поджигаешь кокос. У тебя на Поджигаю? кокосе, да, горит небольшая свечка у тебя горит. А как, что, почему мы это не делаем? Мы сделаем это, давай Всё. хочешь, сделаем. Да. Загадываешь желание и раскалываешь. Если кокос раскололся, все будет very good. Где нам кокос взять? Если надо купить. Если кокос не раскололся, то, значит, подходи в другой раз с твоим желанием. Вот, отойди. Вот Всё, сейчас нам дядька, нужен кокос. дядька А, продемонстрирует. вот, давай. Все, если другой есть, то нормально. Загадал желание. Ну, он так Не зафигачил, что... Да, конечно, разбил. Невозможно не разбить. Ну, просто звук такой расколол. Ну, типа расколол, но не вдребезги. Как бы у них тоже есть, какая волна пойдет вот по кокосу. Ну, Ага. заморачиваются ребята. Ну, он выглядит современным товарищем. Да. Все пуджи делают, все современные, неважно, студент ты, не студент. Получил зарплату, стипендию, оценку хорошую. Поблагодари Бога, приедь. Все работает. Ну и если кокос разбился, то надо зайти в храм и задобрить богов небольшим донатом. Слушай, а тут прохладно. Это вот это кондиционеры стоят или что это? Нет, это ящики стоят для доната. Ты туда бабки заряжаешь. Ничего себе, такие огромные ящики. Большие бабки, да, большие ящики. А кондиционер откуда здесь так сильно работает? То есть прохладно очень.
В среднем с открытыми здесь, дверями. Да, работник получает там простой так 40 тысяч, 45 как бы. Так, а я здесь могу идти или надо было? Да, можешь идти, конечно. Можно там идти. Вот, когда церемония пуджи идет, все здесь в колокол бьют. Все становятся, каждому по колоколу и пошел, короче. А ты сейчас не можешь постучать? Могу. Но только так, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да. То есть, если ты начнешь колбасить, тебе скажут, что ты не прав. Да, выходи. Выходи. Все, и вот, соответственно, мургам с женами. Вежены его. А которая цветная, она с Катарагамы села. А вот другая жена с Индии с ним прилетела сюда, на павлине. Слушай, ну я смотрю, там некоторые прям пачки денег кладут. Да, да. А сколько они зарабатывают за сутки? Секретная инсайдерская информация, не знаю. Ну, судя по всему, это они нормально тут поднимаются. На религии везде поднимаются нормально. Все, что-то Так, нам... все, выходим? Выходим, да. Есть еще одна реликвия в этом храме, ради которой сюда приезжают миллионы людей. Говорят, что под этим деревом медитировал сам Будда. И мы сейчас тоже зайдем прямо туда и сможем с ним обняться. Это здесь такая традиция. И самое интересное, что сюда не пускают женщин, а этому дереву уже больше 2000 лет. Ну-с, говорят, если прикоснешься, что-то изменится. Постой еще так. Ну что изменится? Изменится то, что я понял, что я очень спать хочу. Потому что мы уже снимаем какой день без перерыва. И реально это, конечно, увлекательно, но охренеть, как хочется спать. Поэтому знаете, что я хочу сказать? Если какой-нибудь говнюк что-нибудь напишет в комментариях плохой под этим видео, то вот это дерево вас чпокнет. Потому что вы даже не представляете, что такое снимать на протяжении больше, чем недели, с утра до вечера. В 8 утра уже старт съемок, до 11 часов. Мы мало спим и с утра до вечера работаем, чтобы находить для вас вот такие интересные деревья. Поэтому те говнюки, которые пишут негативные комментарии, идите в жопу. Или к какому-нибудь другому блогеру. Ну или у нас тоже пишите, ладно, пишите. Пишите любые комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, что нам нужно улучшить. Мы стараемся сделать так, чтобы наш контент вам нравился, он был увлекательным, интересным, полезным и вдохновляющим. Поэтому не забывайте поставить нам лайк, колокольчик, подписочка и комментарий. Я просто хочу понять, ты к этому относишься прям по-серьезки? Или ты понимаешь, ну, знаешь, как вот мне повесили ленточку, ну, весело, интересно, такое туристическое развлечение. Но я, очевидно, не верю, что из-за нее у меня будет все хорошо или плохо, или еще что-то. Ты по-серьезному к этому относишься? Я по-серьезному отношусь, что в этом мире вообще может быть все. На самом деле, просто мы видим со своего боку. У меня была бабушка, она лечила людей. К ней приходили, у нее мыльная водичка, наговоры она пошепчет на заре, на рассвете. И потом люди эту воду пили, и я видел, они приходили к нам в дом, они постоянно приходили. Кто мед давал, кто молоко, кто мог, нес деньги. Я в этой каше вообще в духовной с детства варюсь как бы. И я не ходил никогда к врачам, у меня бабушка есть, она пошепчет водичку, соль, помылся, все, здоров. Я с этого... И как бы я не воспринимаю это отрицательно, но я не хочу там платить кровью. Окей, как сегодня все будет происходить? Можете описать? Сегодня, значит... Приедут ребята. Все начинается всегда либо вечером, либо утром, потому что на заре большая энергия, и вечером за счет Луны тоже большая энергия. Расставятся столы, мантры. Кинсли владеет, он от отца, у него тоже, ему достались мантры, это уже древние их мантры, которые они читают. Следующий тоже его сын будет читать. Как и герой, который был до этого, он тоже от отца ему это досталось, а это достанется ему от сына. Так. Вот. И мы сядем, значит, ну, мы не сядем, кому пуджа, значит, ребенок сядет, защитные мантры, кокосы, будут огонь. Вот. Такие штуки будут. Я уже к этому привык. Я смотрю на это как обычно. Ну, пуджа и пуджа, там все. Курицу режут там немножко. Вот. Живую курицу будут убивать, да? Не будут убивать, чуть-чуть. В Индии убивают. В Индии тотал прям. Козу, курицу. Здесь нет, здесь так немножко крови берут. Чуть-чуть подрежешь, чтобы кровь потекла, и пусть бегает, да? Петух, да. Интересно. С виду Кинсли самый обычный парень, но на самом деле только на его шее висит целое состояние. Could I touch? Могу я потрогать? Can he touch? Yeah. Yeah. О, он даже снимет? Да. О. Можно одеть? Yes. Плюс 20 к силе. Пока плюс 20 килограмм. Ну, все. Здесь несколько миллионов здесь.
Чего? Местных рупий? Да, здесь очень много, на самом деле, золота, камни. Здесь очень- несколько миллионов рублей здесь получается очень- тоже. Да. Под 1 000 000 рублей, наверное, точно здесь. Это золото, масло, там, слоновья кость. Мгм. Но пока я чувствую, что третий позвонок в шее чуть-чуть вперед выдвинется, если так носить. И оказывается, со своими бусами Кинсли практически никогда не расстается. Ты счастливчик, даже мне, его другу, прикасаться к ним не разрешают. Да, ты счастливый, он тебе дал потаскать. Он никогда ему не давал, там, мне давал тоже. То есть он его лучший друг или один из близких друзей, и он никогда им не давал? Да, они все такие друзья, как бы, я бы тоже не давал. Да, А я теперь powerful, yes? да. Good luck. Кто там сейчас боксер, чемпион мира? Вызвать тебя сейчас на ринг? Подумаю. Может быть, завтра. Если сил прибавится. От риса, кушай рис просто руками. Ну, я понял. Еще риса, если добавить нормально с карри, то вообще попрет сразу. И спасибо Kiwi Taxi, что вы нас поддерживаете. Эта машина всегда и везде едет с нами, чтобы мы успевали снять для вас этот уникальный контент. Kiwi Taxi, вы огромные красавчики, что нас поддерживаете. Спасибо вам за это. Ссылочка в описании. И вот это все, это для фруктов, для вечерней пуджи, которая будет сегодня происходить. А, то есть вовнутрь так фрукты будут разложены. Для запахов, да, которые будут приманивать, соответственно, божескую милость. Вот. Если надо какие-то дьяволов каких-то позвать, то другие фрукты обычно кладутся, там, арак. Подожди, они дьяволов тоже могут приглашать? Да, с помощью этого всего просто больше вот этих чаш, 5 бывает, вот, чтобы поймать его. Поскольку сегодня у нас пуджа не ловим мы духов, мы помогаем мальчику избежать несчастных ситуаций, которые ему по гороскопу там выпали в течение 4 или 6 месяцев. Вот. То есть сегодня приедет какой-то мальчик? С родителями, да. С родителями? Да. Ну, это, видимо, родители инициативу такую проявили. Конечно. У которого по гороскопу есть какие-то сложности, Да. и они решили это исправить вот таким методом. Да. Угу, отлично. Уже предполагаю, что в комментариях будут писать. Так, значит, семья. А сколько ребенку лет? 4, 5, наверное. 5, Такой маленький еще ребенок? Баба. А его сразу в такую тему? Да. Так, ну сразу, мы люди простые. Сколько стоит такая процедура? 35 000 рублей. Это сколько на рубли или на доллары? Это меньше $100. Вот, ну это не так уж много. Ну что ж, этот момент настал. Родители в сборе, ребенок готов. Кинсли нарядился и готов избавлять ребенка от всех проблем. На протяжении часа, пустив кровь матери и петуха, шаман избавлял ребенка от проблем, которые его ожидали. На вид ничего необычного. Напоминает небольшую тематическую вечеринку. Но лучше за нас все расскажут родители. Меня отпустило. Я не знаю от чего, но меня как будто бы в один момент что-то отпустило. Что попозже пойму, наверное, в медитации. Нужно пережить. Вначале, перед тем, как все началось, было волнительно внутри, потому что ты не понимаешь, куда ты идешь. Ну, то есть понимаешь, но не до конца, потому что все-таки для нас это что-то новое, для нашего мира, да. А когда все начинается, внутри все успокаивается. А тут главное себе доверять. Да. В этом моменте. Вначале мне было очень страшно, да, честно, я боялась продать душу дьяволу, там, ну и ты же не понимаешь, что происходит, тем более, когда берут кровь, это, кстати, больно было. Вот, но а потом это все, вот запахи, вот эта атмосфера, все как-то расслабляет, и кайфуешь. Да. Все хорошо. Ну, это успокаивает, да. На самом деле, сейчас, если говорить о ощущениях после, то я чувствую спокойствие. То есть, такое. Ну да, а как там будет, мы проверим через какое-то время. Я думаю так, во что ты веришь, то работает, да? Вот. Если ты закладываешь туда какую-то эмоцию, оно работает. Если ты в какой-то момент перестаешь верить, оно не работает. Вот. Главное, то, во что ты веришь. Вот. Если веришь, то работает. Но мы сейчас с вами на Шри-Ланке, Да. и после жизни в Индии, 3 года я прожила в Индии, я верю вот в эти все энергии, и все, что происходит, не случайно. И вот мы не случайно к нему попали, и сейчас мы здесь, вот вам даем интервью, тоже не случайно. Я думаю, что кому-то, возможно, если у вас где-то внутри, где-то болит, вы можете решить проблему с помощью вот такой истории. Кинсли true. Ну, то есть, если так смотреть, сравнивать, да, то Кинсли чувствуется, что это true, и он прям вот отдается делу, то есть он погружается и не делает это, знаешь, там на раз-два фиг с ним, типа. Он прям вот,
идет туда и работает. И это чувствуется. У меня есть большой опыт общения с людьми, которые имеют разные возможности увидеть и будущее, и энергию считывают, и ауру, и вот эти все моменты. Вот у Кинсли, мне кажется, достаточно просто в глаза посмотреть, и ответы сами придут. Так что приезжайте, смотрите в глаза Кинсли, и все понимаете. Да. Правда. Класс. Круто. Верить или не верить в магию – это выбор каждого. Но важно всегда быть открытым ко всему новому. Ведь это самый лучший способ познать себя. Вы понимаете, что пока кто-то с утра до вечера сидит в офисе и видит однотипную жизнь, каждый день в мире происходит невероятное количество увлекательных событий. Например, такие. И я рад, что у нас есть возможность вам показать, что здесь происходит. Спасибо, что вы с нами. Было приятно провести это уникальное путешествие. И спасибо вам. Остаемся на связи. С вами Павел Гительман.